Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Канал располагается в городе Измаил. Это юг Украины и юг Одесской области. Составляем свои гороскопы по московскому времени. Именно благодаря этому времени с помощью специальных программ в интернете можно легко определить время своей страны и своего региона. И сегодня мы рассмотрим очень интересные дни, время с 5 по 8 октября 2021 года и посвящаем сначала агрогороскопу, важным делам с растениями на земле. В это время и убывающая, и уже растущая луна будет находиться в знаке Весы, и новолуние произойдет в знаке Весы. Вернемся к вторнику, когда мы завершили в прошлый раз рассматривать агрогороскоп. И напомню, что у нас часть дня 5 октября будет находиться до 15 часов 41 минуты в знаке Дева, а затем перейдет с 15:42 в знак Весы. Здесь будет у нас луна без курса с 11 часов 48 минут до 15 часов 41 минуты. Но это время уже гекаты. И далее идет время уже новолуния, поэтому время гекаты и работы здесь посевные, посадочные не проводим. А вот что касается сада, то 5 октября можно с утра проводить различные мероприятия по защите от вредителей и от болезней. А вот с 16 часов можно начинать обрезку, потому что это уже время стихии воздуха. И обрезка перед новолунием и в само новолуние в саду очень благоприятно именно в знаке стихии воздуха. Для цветов открытый грунт то же самое, те же дела, защита от вредителей и от болезней, а с 16 часов можно обрезать различные части, сухие уже части, цветоносы сухие на растениях. И готовить, естественно, можно цветы к зимовке. Для комнатных цветов также, кстати, очень активно нужно профилактические проводить обработки против вредителей и болезней. Есть уже сообщение, что белокрылка появилась, паутинный клещ начал возрождаться и переходить на здоровые растения. Так что, пожалуйста, внимательно к тем растениям, которые у вас были постоянно в комнате, и те, которые уже приехали, вернулись после летнего времени отдыха в саду в открытом грунте, вернулись в дом. Вот это очень важно. Далее, 5 октября поливы до 13 часов можно поливать. А затем начинается время перехода. Вот это время стихии воздуха, когда начинается дыхание каждой клеточкой растения. То ли это корешок, то ли это цветочек, плод или листик. Пожалуйста, с 14 часов не поливайте ваши растения. Естественно, если нет поливов, не проводятся подкормочки. Это тоже очень важно знать и выполнять. Вот здесь очень интересное время. До 16 часов в знаке Дева не рекомендую заниматься сбором урожая для длительного хранения, заготовками, то есть консервацией, заморозкой, сушкой плодов, ягод, зелени, и нельзя закладывать на хранение. А вот уже в вечернее время, после 16 часов 30 минут, пожалуйста, все эти виды работ можно возобновлять и их активно проводить. И у нас впереди как раз почти 2 дня, которые можно использовать для этой работы. Итак, мы завершили 5. Теперь идем дальше. Вот это очень интересное время, время новолуния. Очень сложный период. В 14:07 будет эта точка рождения Луны 6 октября в Весах. Естественно, ни посевы, ни посадки никакие не проводим. А вот обрезать в Весах можно. И если есть необходимость, нужно проводить мероприятия по опрыскиванию растений от вредителей и от болезней. Те же самые виды работы подходят и для цветов в открытом грунте.
Также и для комнатных цветов это защита от болезней, от вредителей. И, естественно, если есть необходимость, где-то какие-то цветочки уже отцвели, начинают засыхать цветоносы, обрезайте их. В это время все будет хорошо для растений. Поливы и подкормки не проводим в это время, пожалуйста, это себе где-то заметьте. А вот этот период, когда можно собирать урожай, любой, то ли овощи, то ли плоды, можно в лесу собирать и заготовки делать, пожалуйста, это очень хорошее время, и закладывайте на хранение то, что собрали, на зимнее хранение. Зима будет долгой и строго будет спрашивать. И теперь рассмотрим уже снова же день, который будет у нас делиться, хотя это тоже день Гекаты. Луна без курса с 8 часов 5 минут и до 17 часов 22 минут до того момента, когда Луна перейдет в знак Скорпион из знака Весы. Естественно, дни Гекаты нельзя ни сеять, ни высаживать. Вот такие у нас дни. Новолуние, Гекаты, черная луна не позволяет нам эти работы проводить. Можно их проводить, но они не дадут эффективного, хорошего результата. В саду обрезка только до 16 часов. Затем, пожалуйста, не трогайте растения, не обрезайте, секатор подальше, ножницы, потому что идет уже переход в знак стихии воды, поэтому нельзя обрезать. Хотя это новолуние, но знак стихии воды всегда приносит инфекции какие-то внутрь растения, и растения заболевают. То же самое с цветами. Можно проводить обрезку еще утром, но уже уборочные работы, подготовка цветника к зимовке, можно это делать. Для комнатных цветов защита от болезней и от вредителей. Это актуально. Ну, а уже вечером можно и поливать, и подкармливать. То есть мы не поливаем до 17 часов, смотрите внимательно, а затем вечером с 18 часов можно уже и подкормочки, а до этого времени с 17 часов можно начать поливать. Конечно же, в знаке стихии Весы до 15 часов, до 12 часов можно заготовки сделать, заложить на хранение, а собирать урожай еще можно до 15 часов и сразу же проводить закладку. Это касается яблок, груш, каких-то других ягод. Закладывайте на хранение. Ну а уже после 15 часов, пожалуйста, эту задачу перенесите на другие дни. Чуть-чуть позже, после того, когда завершится время Скорпиона и начнется время Стрельца. Это совсем быстро, время летит очень быстро. Смотрите, с 12 часов нельзя делать вот эти заготовки, потому что время не успевает созреть, вот этот период малый до перехода в знак Скорпион, и начинают консервы портиться, любые заготовки нехороши. Поэтому, пожалуйста, сделайте это пораньше, утром. Утро, вечером мудренее, утром сделайте все. И следующий день, который мы рассматриваем, это уже завершение, то есть заключительный день после вот этого периода, когда мы рассматриваем с 5 по 8, вот этот 8 день уже у нас будет 8 октября в знаке Скорпион. Видите, здесь переход в знак Скорпион, а здесь в Скорпионе энергии стихия воды работает. Здесь уже больше работы можно делать. И, пожалуйста, естественно, у нас еще время Гекаты до 14 часов 7 минут. Поэтому до 14 часов ничего еще с посевами и посадками не делать. Зато после 14 часов в Скорпионе, это пятница, 8 октября, пожалуйста, можно уже начинать посевы семян редиса, сидератов, зеленых различных культур. То, что вы запланировали. И, кстати, здесь можно и вершки, и корешки, потому что у нас новолуние позади. И вот эти дни
после новолуния я использую и для вершков, и для корешков, и результат всегда очень хороший. Но помните, это скорпион, поэтому и редис – это очень быстрый овощ, сидираты, они тоже у нас не будут храниться. Зеленые культуры для использования уже в эту зиму, а она совсем близко уже рядышком. Можно высаживать рассаду? Да, можно высаживать и цветочную, и овощную рассаду. Это касается особенно тех, кто имеет отапливаемые теплицы и теплые страны. Так что можете высаживать. В саду поливайте и подкармливайте растения. Снова же подкормки популярны будут для теплых стран. И поливы будут популярны и очень нужны в тех регионах, где было мало осадков. Кстати, там, где были ливни, очень быстро сносило, и если эти ливни были в знаках стихии воздуха или огня, не впитывала земля поливы, поэтому проверьте, пожалуйста, вашу садовую почву, насколько она промочена. Если есть необходимость, пожалуйста, на зиму обязательно полейте растения. Все садовые растения. Для цветов очень хорошо. Да, кстати, в саду посадка клубники. Вот и рассады цветов. Для цветов вот это все вместе с 14 часов, вот эти все можно посадки делать. Для комнатных цветов вот наступает вот этот период, когда вы спрашиваете, когда же мы уже укоренили наше растение, корневая система шикарная, когда пересаживать. Вот это хорошее время с 14 часов 8 октября. Можете перевалку делать, пересадку, просто посадку, поливы, подкормки, все это очень хорошо. Подкормки, особенно для готовящихся к цветению или цветущих растений, это очень хорошее дело. Кстати, для цветов на улице, теплые страны, а также юг, для хризантем тоже можно проводить подкормку. Если они уже зацвели, то под корень делаете подкормочку вместе с поливом. Если уже еще не зацвели, то можно еще внекорневую подкормочку сделать. Используйте калий и магний для этих целей. Поливы и подкормки, конечно, эффективны и очень хороши весь день и все сутки, все 24 часа, все это, естественно, делайте. А вот что касается сбора урожая для длительного хранения, для заготовок различных, для закладки на хранение, то в это время, конечно же, мы не делаем этих важных дел, потому что заготовки в это время просто-напросто будут плохо храниться. Наши плоды, ягоды, овощи тоже плохо хранятся, большое количество воды, и заготовки имеют не очень приятный вид, и если в банках консервация, то она взрывает. Вот такой у нас агрогороскоп с 5 по 8 октября в знаке Весы. А теперь постоянная наша рубрика «Луна для дома, для здоровья» с 5 по 8 октября 2021 года. Рассмотрим вторник, 5 октября. Не рекомендую топить печку в этот день, потому что это здесь переход идет энергии знака стихии Земли в знак стихии воздуха. Но это уже поздний вечер, и сейчас и погода такая, что не позволяет нормально вот провести это мероприятие. Нет вот этой даже близко стихии огня, поэтому не растапливайте, если это первый раз, не растапливайте эту печку, перенесите чуть-чуть позже, то есть на завтра. Мы чуть-чуть можем исправить ситуацию. Далее, стрижка волос 5 октября не рекомендую. Впереди новолуние, очень сложный период. Покраска волос тоже в знаках стихии Весы, потому что у нас получается переход где-то 6 часов, вот наслоение этих энергий очень плохо для покраски волос. И плюс новолуние. Покраска, побелка, что касается стен, окон, это ремонт. Тоже не проводим. Здесь еще будут работать в стихии Земли и энергии стихии Земли. Получается не очень качественные вот эти ремонтные работы. Проветривание одеял и вообще любых вещей
Не надо выносить в это время, потому что дневное время солнечное это будет у нас Дева, а Дева это знак стихии Земли. И будут запахи не очень приятные и влажные будут вещи, которые вы будете выносить. Конечно же, лучше в дни новолуния, в дни Гекаты отдыхать, но если вдруг нужно постирать, качественнее будет стирка до 14 часов, если что-то очень грязное. А так лучше не стирать, хотя убирать можно. Время новолуния – это время отдыха. 6-го день новолуния – это среда. Печку можно растапливать, знак стихии воздуха. Особенно если ветер хороший и легко будет пробиваться вот эта пробка, которая находится в дымоходе. И, естественно, нужно использовать для этого сухой спирт. Вот очень важно, очень хорошо получается. Иначе будет много дыма и нормально не растопите печку. Далее, стрижку волос на новолуние не рекомендую, хотя знак весы. Покраску волос тоже не рекомендую. А вот с побелкой, покраской, если нужно что-то срочно, вы запланировали побелить стенку, покрасить что-то, конечно же, в весах нормально это получится. Несмотря на то, что это новолуние. Но не увлекайтесь, для здоровья это вредно. И вы узнаете чуть позже почему. Проветривать можно днем при солнечной хорошей погоде. Естественно, выносите на улицу, проветривайте. А вот со стиркой и уборкой не советую в это время заниматься, потому что, пишу, это время отдыха и техники, и ваших тел, и, естественно, всего. Затаилось дыхание, идет момент, вот этот очень важный момент, когда все останавливается, закрываются старые программы, и вот-вот рождается вот эта новая программа, новый лунный месяц. Дайте отдых и себе, и всему, что вас окружает. 7 октября день делится на стихии. Вот до 17 часов снова же 22 минут это знак стихии воздуха, а здесь уже знак стихии воды, Скорпион. Поэтому, если нужно затопить печку или камин до 12 часов дня при благоприятной погоде, при использовании сухого спирта будет хорошо, получится у вас разгорится печка или камин. Дальше уже, пожалуйста, не делайте этого. Если это первая растопка, если холодный камин, холодная печка, тем более дело движется к тому, что уже у нас выходные скоро будут, поэтому не растапливайте. Не стригите волосы, не красьте волосы в эти дни. Это время новолуния, рождения, очень нежная такое стрессовая ситуация сейчас. Нежное время, отнеситесь с нежностью к своему телу, к каждому органу. Поэтому не стригите, не красьте волосы. А вот если есть желание, бывает такое, что вот хочу побелить, покрасить, делайте это с утра до обеда в знаке стихии весы. А затем забудьте вот об этом деле, потому что это уже время будет стихии воды, и получится квашня, и плохо будет и краситься, и краска будет плохо сохнуть. Поэтому, пожалуйста, вот это учтите. Стирка и уборка. Ну, можно стирать с 17 часов в знаке стихии воды, очень хорошо стирается. А вот с уборкой отдохните. Отдохните, успейте на выходные что-то сделать такое и возле дома, и с уборкой в доме. 8 в Скорпионе, 8 октября, это пятница, снова же это время еще Гекаты, но здесь главенствует стихия воды. Печку не растапливаем, не стрижем волосы, не моем, кстати, волосы и не красим волосы еще. Побелка, покраска в доме, ремонт приостанавливаем, перерыв, не проветриваем, ни в коем случае ни одеяло, ни подушки, никакие вещи, они будут влажные, и даже если солнце на улице и ветер, все равно влажность будет притягиваться вещами. Это время стихии воды. А вот стирка и уборка, пожалуйста, можно это делать.
Ну а теперь рассмотрим вот это важное дело, важная часть уже стала уже у нас постоянной, вот эта рубрика для здоровья. Именно благодаря некоторым нашим зрителям и подписчикам социальных сетей. Хочу обратить ваше внимание на новолуние. Новолуние – это очень сложное время, вот оно у нас, 6-е. И перед новолунием, и после новолуния очень сложный период. Это самая низшая точка энергии. Это время закрытия всех старых программ. Месяц завершился луной. И поэтому нужно минимизировать стрессовые ситуации. Не волнуйтесь, не переживайте. Эмоциональное состояние угасает, хочется спать. И ваша психика очень ослаблена, она не защищена в это время. И благодаря весам может такое вот быть, что можно вспыхнуть не по делу, и вообще можно в другое время на это не обратить внимания. Поэтому я считаю, что это время мудрости и размышления, а тем более в знаке весы. Рассмотрим органы, какие будут уязвимы именно во время знака весы. Дева у нас завершается до 15 часов. И, естественно, это у нас будет кишечник, желудок. Все вот это будет под воздействием находиться стихии, знака стихии Земли, это Дева. Вот. А далее уже будет, я думаю, что где-то к 12 часам уже многие почувствуют вот это, этот момент, когда у кого-то радикулит, голова начнет болеть. Здесь в это время будут уязвимы позвоночник, мочевой пузырь, почки, надпочечники, эндокринная система. Практически вся мочеполовая система будет под ударом. Поэтому у меня просьба, держите, особенно дачники и огородники. Я вас хорошо знаю, сама такая. Не надо спешить. Оденьте теплые носки, теплые штаны, брюки, и тогда идите в сад, в огород, если вы что-то хотите там сделать. Естественно, поясницу тоже утеплите. Очень важно в тепле держать вот сейчас вот все эти органы, все части тела, которые связаны вот с мочеполовой системой, с позвоночником. Что в это время очень опасно для наших вот этих всех органов? Естественно, алкоголь, какие-то острые, копченые какие-то продукты. Ну, естественно, нам не нужны волнения и стрессы. Я, видите, их вместе написала. Поэтому все эти продукты исключаем, что мы пьем травяные чаи. Сыр, фрукты, овощи, отварные какие-то мясные продукты. Лучше всего использовать рис из круп. Это очень хорошо. А вот 6, вот с 5 на 6 и с 6 на 7, обратите внимание, меньше пейте любой жидкость, даже тех же травяных чаев. Почему? В это время, как раз, тем более это весы, нужно как можно меньше дать нагрузку на мочеполовую систему. Лучше меньше выпить, и тогда ваша ночь будет нормальной, будете спать, а не бегать все время в туалет. И это вот такая подсказка, что касается 5 после 15 часов, 6 и 7, это время до 5 часов дня, вот это у нас будет вот такая важная тема по здоровью. Ну а сейчас мы рассмотрим вот важную задачу и то, что мы должны знать для того, чтобы избежать различных проблем в дни уже, когда Луна будет в Скорпионе. Еще время Гекаты, но далее снова же мочеполовая система будет под ударом. Но здесь под ударом, здесь было вот холод, а здесь различные инфекции, различные хронические какие-то заболевания. Вот под ударом вирусов тоже, кстати, вирусы сейчас очень активны, поэтому будьте внимательны. Кроме того, что все должно быть теплее, должно быть чистота, в это время обостряются хронические заболевания, в частности, вот геморрой, именно в это время он заявляет о себе, воспаление яичников, простатит и другие заболевания,
Вы каждый знаете о своих проблемах, поэтому снова же ноги в тепле, травяные чаи. И не беспокойтесь, спокойствие должно быть обязательно. Вот для питания я бы вам советовала морскую океаническую рыбу, морепродукты, очень хорошо картофель в это время, в мундирах, печеный, сладкий перец, томаты. Очень хорошо для организма и для этих органов всех, которые под ударом находятся во времена Скорпиона, зеленые различные травы. Тот же укроп, петрушка, все, что у вас, базилик, все, что еще растет, а оно растет, я знаю, что еще много, вот это все есть. И манго, кстати, грибы, кто собирает, в это время очень полезны грибы, и можно их использовать. Естественно, мы пьем травяные различные чаи и используем всю легкую такую пищу, не увлекаемся острыми продуктами, алкоголем, копченостями, шашлыками. Это время будет чуть позже, а пока мы должны заботиться об этих органах. Ну что ж, мы сегодня с вами рассмотрели важные темы, агрогороскоп в период с 5 по 8 октября, а также Луну для дома и для здоровья. Выбрали лучшие периоды для важных дел и обратили внимание на здоровье и обратили внимание на то, что нужно в это время использовать для питания. Раиса Горяченко, Александр Волик подготовили это видео для вас. Мы прощаемся с вами. До новых встреч на нашем канале. Будьте все здоровы. Легко перенесите это новолуние и начните новые программы в здоровом теле, здоровый дух. Пока-пока.